Друзья, приветствую вас на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей, со мной Карлос. У нас очередная вылазка к хижине рыболова. Этот поход обещает быть веселым, так как уже начались некоторые интересные вещи. Иду я на веслах примерно с половины пути. Это довольно долго, руки уже гудят. Хотя есть мотор и аккумулятор не разрядился. Задымилась вот эта вот часть верхняя, в которой там управление. Так прямо задымилась, чуть ли не загорелась. Я вовремя увидел и отключил питание. Что, добрались, Карлос? Давай, выпрыгивай. Тебе, небось, надо по делам быстренько бежать. Да и мне тоже. Беги. Пойдем, скорей. Мошкара уже заедает. О, поздно сегодня добрались. Получается, что прокатаю практически полностью заряженный аккумулятор. И самое обидное, что я не могу его никак использовать. Я не брал никакие зарядки, я хотел его использовать исключительно для мотора. И поэтому набрал побольше обычных аккумуляторов там для пилы, для шуруповерта. В общем, для всех нужд. Что там чавкаешь? Пойдем. Так, никого нет дома. Никого. А теперь есть. Так. Фух. Вот, давно я так далеко не плавал на веслах. Не знаю, что там с ним, с мотором случилось. Так задымил. И я вот это даже немного поразмыслил, если бы он загорелся или просто еще продолжал дальше там нагреваться. Загорелся, капнула бы вот эта горящая пластмасса на борт лодки. И сразу дырка. А мы так далеко от берега шли в этот раз, потому что у берега там травы много. Старался там обходить, чтобы на винт ничего не наматывалось. Кровать нет. Кровать в этот раз не буду делать. Второй топчан доделывать. На нем при желании и так пока можно. Скорее всего, подровняю здесь пол земляной. Выберу. И, возможно, начну укладывать вот эти вот колечки из пола. Колечки. Ну, вы поняли. Пятаки из бревен нарезать и укладывать на пол. Ладно, я еще не пойму, чем мне сейчас в первую очередь нужно заняться. Закрыть, чтобы поменьше комаров туда залетали. Нужно и прикормку сделать, закормить с вечера. Почему я так поздно приехал? Ну, кроме того, что на веслах добирался, но это с полпути. И, собственно, на веслах не намного медленнее, чем на электромоторе. И это еще очень повезло, что не было встречного ветра, волны сильной. Без проблем, в принципе, я добрался. А вообще я был с утра в больничке. Опять спина меня прихватила крепко. Ну, как прихватила. Это и кроме того, что с гамака здесь грохнулся. Короче, не так уж сильно болело. Но потом был еще один момент. Еще одно падение. Примерно вот здесь оно произошло. Я не знаю, на что я приземлился, на то бревно или на это. Но чем-то я ребрами крепко так приложился. В общем-то, и так, имея огромное количество диагнозов по позвоночнику, чего там только нет, я еще по своей глупости умудрился нанести себе пару травм, что меня как бы совсем скрючило. Было плохо, я пошел в больничку. Там меня накололи. Перелома, слава богу, не оказалось. Это не твое. Это рыбье. Рыбье. Я тебе говорю, рыбье. Ты только поил дома, а? Ну, и что, будешь перловку? Ты ее не ешь, если я тебе добавляю в твои косточки или в что там, бошки, в шее, да, в крылышки.
Вообще не ешь ничего, никакую крупу. Горох, да, будет горох? Не будешь. Ну ладно, сейчас тебе насыплю твоих сухариков. Только попробуй не есть. Так, подожди, тут не все так просто, Карлос. Я просто вот ненавижу этих людей, которые вот так вот завязывают пакетики, что потом не развяжешь. Вот этих вот продавцов. Да завяжешь ты нежненько, так аккуратненько. Нет, затянет еще прямо с зубами схватит, чтобы побольше кулечков. Не дай бог, чтобы бабуля какая-то не сэкономила себе пакетик, а порвала его, и потом пришлось заплатить за новый. Ну, нормуль. Давай, жуй. Я взял Карлосу и консервы собачьи, и консервы человечьи. В общем, у меня есть какое-то количество свободных дней, которых я могу здесь провести. Но вот в связи с тем, что мотор сломался, тут, возможно, будет меня ограничивать, не ограничивать, короче говоря, когда будет хороший попутный ветер, то нужно будет стартовать именно в тот день. Потому что если будет наоборот волна, я не дойду никогда. Потому что спина болит, и на веслах так не очень комфортно идти, скажем так. Ой. Сейчас запариваю, не запариваю, замачиваю горох с перловкой. И потом полчасика их проварю. Надеюсь, успею сегодня закормить. Так, горошек, наверное, пойдет весь. А может и нет. На 2 раза будет. Кто-то из зрителей интересовался, что за нож. Ну, я не помню, за какой именно спросили. Если за этот, это такой для филировать рыбу. Как он? Финляндия Мартинини. Мартини или как-то так. Мартинини. Ну, в общем, довольно известный бренд. Вообще идеально резал, как только, когда как новенький был. Сейчас уже подсел, и я даже, ну, не знаю, как его правильно точить. Сам понятно, что я не буду там на точиле еще на чем-то. Вот, а специальных каких-то приспособлений у меня нет. Но пока еще режет, но уже на подходе заточка. Я даже не знаю, можно ли их, в принципе. Ну, я думаю, можно, конечно, довести, заточить. Карлос, доел? Нифига себе. Молодец. Сейчас еще насыплю тебе. Раз такое дело. Аппетит у тебя. У него аппетит здесь намного лучше у Карлоса, чем дома. Там сейчас такая жара неимоверная. Там, наверное, там 35 градусов. Очень жарко. Он там вообще ничего не хочет есть. Так вот, чисто мясо куски выберет. Косточку, мясо. А чтобы там какую-то кашку, то, что ему добавляют, или даже вот эти вот консервы, хрустяшки, ничего не ест. А здесь уплел аж за ушами трещало. Ну давай. Да. Так, Карлос, ну что ты, обманул меня, что ли? Я только думал, здесь прохладненько, у тебя аппетит. Давай, давай, наяривай. Мошкара достает. Надо побыстрее развести огонь. Иди ешь, Карлос, отстань. Ох и пристали, а. Так, хватит. Где спички, Карлос? Где спички? Такая тяга сильная туда на водоем. Задувает. Спичку не могу разжечь. Спички какие-то детские.
Вот, практически моментально отстали. Уже в глаза не лезут. Сейчас я вам еще дымовуху какую-нибудь устрою. Карлос, это не твое. У тебя в миске. Это моя провизия. Ты опять есть хочешь или что? Я не пойму, что ты хочешь. Дай. Охо. Да, пришло время, конечно, и столик сделать. Надеюсь, справлюсь в этот раз. По большому счету нужны только ножки. Столешницу Юра уже сделал. Причем, я думаю, что столешницу я возьму старую. Она уже пропитана маслом каким-то. То есть для улицы лучше взять уже обработанную. А ту еще необходимо будет, ну, после цепной пилы обработать или рубанком, или наждачкой, шкуркой. Ну, в общем, вот. И обработать еще и чем-то от влаги. Какой-то пропиткой. Вот, поэтому я возьму старую столешницу, старый стол сюда, а туда в домик сделаю ножки. И, ну, мысль такая у меня, не просто ножки такие, как мы делали, вот это крест-накрест, а такие, как в обычном столе, 4 ноги, по периметру их обвязать. И внутри на этой обвязке еще где-то можно тут найти были дощечки, а там еще вагонка есть. В общем, сделать полочки какие-то. Ну, как минимум одну полочку. Вот такая мысль. Займусь, не займусь. Надеюсь, что займусь, такие планы есть. Ой, но стол будет точно не сегодня, потому что осталось до темна буквально полчаса. Я так думаю, что даже и с прикормкой прикормить сегодня по-темному не хочу я выплывать. И после этих таблеточек так клонит в сон. А мне сейчас необходимо выпить еще одну порцию вечернюю. Но перед этим нужно обязательно поесть, потому что они для желудка тяжелые, вредные. Там. Так, поэтому даже готовить сегодня ничего не буду. Открываю тушеночку. Да, жарко, так что тушенка растаяла. Так, Карлос, вернее. Я уже сам, мне столько пишут в комментариях Карлсон да Карлсон, и я сам начинаю его уже Карлсоном называть. Пойдем-ка со мной. Ой, Карлос, пойдем со мной за ложкой. Со мной. Пойдем. Дружочек, пойдем со мной. Нам ложку необходимо взять. И на всякий случай куда-то почаще, подальше в лес сейчас отойдем. Потому что жужжит это неспроста. Мы знаем, что это жужжит. Сюда иди. Стой здесь. Замолчи. Тут не страшны эти дроны, потому что крона густая. Много раз застревали в кронах. Вот. Даже некоторые взрывались, некоторые не взрывались. Ладно. Я вспомнил. Необходимо микрофон снять, потому что очень близко. И слышно будет, как я чавкаю. Ставлю уже варить. Долго не буду замачивать, потому что уже темнеет. И сейчас после пилюльки мне сразу захочется спать. Я упомянул, что грохнулся отсюда, с этого обрывчика, вниз туда. Наверное, вы подумали, как же это могло произойти. Если честно, не хотел
вдаваться в подробности, но, может быть, и стоит рассказать. Я все-таки стараюсь ничего не скрывать от зрителя. В общем, был я здесь еще один раз после предыдущего видео. Был с приятелем с работы. Вот. Ну и, как бы сказать, ничто людское мне не чуждо. Я позволял себе когда-никогда выпить там пивка немного или там коньячка. В общем, старался не усугублять, потому что знаю, что там на сердце мое это не очень хорошо действует. Ну и в принципе, в общем, ехали мы, начали еще с погрузки в лодку, выпили сидра, потом выпили пивка по дороге, потом коньячка, потом водочки. Вот. Потом приятель пошел отдыхать в домик спать. Вот. А я еще сидел, любовался красотой. Тут проезжает лодка. И мне: о, Леха, это ты? И еще один мой приятель. Случайно мы вот так вот встретились. Я говорю: давай сюда скорее, тебя только не хватает. А у него по классике жанра оказалась бутылочка вискаря с собой в лодке прямо. А виски я очень люблю. Вот. В общем, выпили мы виски. И этот приятель тоже уже крепко подвыпивший пошел к себе на базу. Опять летит. Вот, пошел к себе на базу. А я продолжил еще пить коньяк. Но я уже был в таком, можно сказать, бессознательном состоянии. И решил вот это скупаться. Почему бы нет? Луна, темно. Понятно, вещи мочить не хотелось. И вот как-то там и Карлоса я хотел взять с собой покупаться. Но я думал, что он очень хотел. Но оказалось, что не хотел. И как-то он там выпрыгнул мне прямо под ногу. И я вот туда вот рухнул вместе там с микрофоном под воду, туда занырнул. Воды еще больше было. Вот. Еле вылез. Темнотища. Вот. Ну, короче, стыдно, конечно, рассказывать, но что было, то было. Кстати, всю все это происходящее я снимал на камеру. Не знаю, как получилось, что камера оказалась цела, я нигде ее там не утопил, не уронил. Но я все снимал. Где-то было полностью мрак, но я что-то там бормотал. А где-то там фонарик включал. Вот. В общем-то, весь день был заснят. Вот. Так что, если в комментариях напишите, выставляя видос, пьяный видос, Леха, жги, или в таком плане, в общем, я подумаю, может быть, я публикую этот позор. Вот. Ну ладно, я доедаю и переместимся в домик, а точнее в хижину рыболова. Ух, на улице комарики гудят. Все, я справился с тушенкой. И Карлосу даже досталось. Так, топорик под рукой на всякий случай. О, Карлос, ты уже справился? Ой. Заходи. Шишу ты еще есть хочешь? Пилюльки попил. Теперь осталось как-то намазать себя кремом, мазью. Дотянуться. Место такое неудобное. Это, знаете, прикол есть, когда качки такие здоровые вот так ходят. Им между лопаток клеют какую-то там наклеечку, и он не может никак дотянуться. Главное, болит-то уже не в пояснице, где, как правило, все время болело.
Там на компьютерной томограмме, короче, там полный этот, всему позвоночнику. И шейный, и грудной, и поясничный вообще. Ну, короче, не знаю, когда и почему так, когда я успел это все заработать. Да, ну, в общем, вы поняли. Вот эта пьянка была из ряда тех, когда утром просыпаешься и говоришь, что я больше в жизни не буду пить. Именно так я и подумал и в этот раз. Я, кстати, утром уже не мог ничего снимать. Вот, и даже у меня язык не поворачивался, все пересохло. Короче, хотя я из тех немногих алкоголиков, которые, во-первых, могут пить регулярно и много, выпить, и при этом ходить постоянно на работу, вот, понимая, что там в 5 часов вечера ты выходишь, тебя ждет там пару бутылок пива, потом вечером за ужином бутылка там водки или коньяка, и так, в общем-то, изо дня в день, без каких-то вот таких вот ситуаций, когда условно там невменяемый. Вот. А это, ну, а в пятницу, как правило, переходит вот в такой режим. Ну, это как бы больше в юности старался как-то поменьше. Но я еще менее численная категория алкоголиков, которые отдают себе отчет, что я прямо говорю, я алкоголик, это зависимость, мне очень сложно с ней бороться, но я пытаюсь. Когда основная масса пьяниц говорит, да какой я алкоголик, ну так все ж пьют, и я выпиваю, я в любой момент брошу, когда захочу. Я просто не хочу, мне и так хорошо, мне так все нравится. Вот. А мне так нехорошо, мне так не нравится. Я прекрасно понимаю, что это ни к чему хорошему не приведет. От этого нужно отказываться. И, ну, какое-то время, да, я не пил абсолютно. Хотя вру, нет, не абсолютно, но я мог там выпить, например, на Новый год. Ну, какой-то хороший, нет, даже не на Новые годы часто у меня были без алкоголя. Какой-то действительно хороший праздник такой, который для меня важен. И это даже не мой день рождения. Вот, ну, есть такие вещи у каждого человека. Вот. Ну, и это буквально там могло быть раз-два раза в год такое. А вот когда я начал работать, просто обстановка, окружение опять вернулось в то время, когда я тоже там жил в городе. Все друзья, приятели, на каждом шагу кого-то встретишь. Вот. 100 лет с кем-то не виделся, ну что, по пивку? Ну, давай по пивку. Там другой раз, ну что, пойдем по коньячка или по 100 грамм. Там, ну, короче, вы поняли, там такая вот обстановка, окружение, это очень сильно влияет. Ну, это опять же, это отмазка с моей стороны, это я просто, да, не выдержал и где-то как-то согласился. То есть мог там раз уже там в месяц, раз в неделю, и потом буквально каждый вечер кого не встретишь, для тебя это уже повод. Ну, это ж приятель, 100 лет не видел, надо пивка попить и так дальше. Ну и вот, собственно, итог. К чему это? Вот только вот такого у меня крайне редко бывало в последнее время. Да и вообще, в принципе, я, ну, вот такой вариант, ну, не редко у меня, нет у меня такого, чтобы белочка, там еще что-то. Да, напился очень крепко, улегся спать. А вот вчера, ну не вчера, когда это там было, несколько дней назад, не спать не хотелось. Допился до слюней, короче говоря. Когда уже не говорить не можешь, слюни текут. Ну, наверное, видели когда-то. В общем, не знаю. Еще раз пишите, выставлять эту гадость. Может, там что-то есть, я особо не просматривал. Может, там и есть какие-то интересные моменты. Ну, наверняка должны быть. Не просто, что там я сидел и пил. А еще были же диалоги там с одним приятелем, с другим, потом с самим собой. Вот. Ладно, не знаю, что на этом. В общем, я буду укладываться. Сейчас начнут потихонечку действовать пилюльки. И
меня в сон будет клонить. Я буду все больше затормаживаться. Вот. Что там, не знаю. Спокойной ночи. Увидимся утром. Пока-пока.